Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, мы наконец-то начинаем заниматься нашим мазокраном. По вашим миллионным просьбам, я сам уже тоже хожу вокруг него и понимаю, что надо его привести в порядок, подкрасить, чтобы он выглядел красиво, как и вся наша техника. Сразу спешу поблагодарить каждого из вас, кто нас поддерживает, подписывается на наш канал и ставит лайки. Для вас это 1 секунда. Поэтому прямо сейчас это сделайте. И, конечно же, огромное-огромное спасибо вам всем за поддержку. Ну, что я хочу сказать. Присаживайтесь поудобнее. Работы предстоит безумное количество. Но мы к этому привыкли, и поэтому справимся. Леша уехал там по делам домой. Но, надеюсь, уже скоро вернется. Так что еще раз присаживаемся поудобнее. Мы начинаем. Начать я решил все-таки с мойки, потому что присутствует много таких вот нюансов. Видите, в виде вот такой вот шкарлупы, можно сказать, красочной. Где-то вот такой. Вот, поэтому, я думаю, мойка нам поможет хотя бы немножко от этого избавиться и тем самым облегчит наш труд. Также нужно пройтись, где у нас есть небольшие подтеки масла, а именно вот рычаги. Здесь тоже пройдем, помоем, отмоем. Вот, ну и пройдем весь кран. Ну, что поделать, придется поработать. Потому что такие вот моменты, эти все нужно отбивать. Вот. Ну, именно этим сейчас и займемся. Также хочу вот здесь помыть отсек, рычаги, отмыть. В общем, вот такие вещи помыть тоже, которые не домыли при первой мойке. Вот. Потом займемся сварочными работами. Нам нужно подварить немножко, но это не страшно, такие мелочи. Потому что кабина у нас, как вы помните, переварена, мы ее переваривали. Вот. И вот осталось немножко кабинет подварить, крановщика. Ну и сделать такие вот моменты, понимаете, чтобы, вот, допустим, здесь прикол такой. Эта штука болталась, да, вместо того, чтобы ее сделать там или снять, демонтировать, ее просто приварили к корпусу вот здесь сваркой. Чтобы она не болталась и не рвала нервы крановщику. Просто приварили к корпусу и все на этом. Вот. Ну, вот такие дела. Достаем мойку, шланг и начинаем проходить мыть весь кран, блин. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Начинаем. Погодка хорошая пока что. Погода такая, что сегодня тепло, завтра холодно, блин, 13. Июль месяц. Это ужас какой-то, что происходит. Но я уверен, что у вас такая же фигня творится. Все, начинаем. Разболтался, блин. Хожу уже вокруг МАЗа, наверное, час. Не знаю, с чего начать. Думал, начну с мойки. Притащил мойку, удлинитель и все. Блин, надо же стрелу правильно, наверное, достать, чтобы стрелу тоже внутри помыть. Чтобы достать стрелу, нужно запустить МАЗ. Чтобы запустить МАЗ, нужно поставить аккумуляторы. Ну а как сюда вот ставить аккумуляторы? То есть нужно сделать ящик. Потом думаю, ящик же, как я сейчас ящик сварю, потом это водой все зальется, все это соржавеет за 2 дня. Думаю, нет, наверное, все-таки надо сначала помыть. Поэтому принял решение, притяну аккумуляторы, поставлю, разложу кран и потом помою его, а пока он будет сохнуть, займусь вот этими сварочными работами. Много мелочевки, которую нужно поделать, типа вот, понимаете? Надо латку положить, заварить, аккуратненько сделать. Ящик сварить. Нужно кое-где подвариться, нужно кое-где мелочевку. Хочу сделать крепление для наших подставок крановых, тоже, чтобы они не валялись у нас постоянно, а были вот здесь. Эти крепления под заводские лапы, это наши лапы, не лапы, а подушки с зилокрана. Поэтому, все перепутано, в общем, и надо чуть-чуть доработать. Вот, поэтому начинаем все-таки с того, что разложим сейчас кран и будем его отмывать. То, как запускается ЯМЗ 236, не сравнится ни с одним СССРовским мотором.
разложил кран, ну, примерно вот так. Там подставил жесткую сцепку в конце, чтобы это было безопасно. Ну и, наверное, можно пробовать мыть и, соответственно, потом красить. Когда только потом, пока что непонятно. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «Создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационное устройство для уборки по старинке без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина. Сейчас можно быстро убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом Turbosil. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Turbosil очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос. Со станцией самоочистки Case Guru Самочист. Тюменский Самочист производит сухую и влажную уборку. Сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационное устройство Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TR2607 на скидку до 1000 рублей. Просто успел полкрана за полдня, вот полкрана успел только помыть. Вторую половину предстоит мне мыть завтра, а что поделаешь, потому что уже солнце садится и я понимаю, что не успею. Так что завтра продолжим. И вы знаете, я не ожидал, что так долго буду, но хорошенько отмоем, чтобы потом кран выглядел красиво. Ну, наконец-то, друзья мои, отмыл я Маза 1,5 дня. Это не шутка. Вчера я мыл. Ну, хочется, знаете, чтобы уже все это было аккуратно. Но все равно идеально отмыть его, ну, просто невозможно. Невозможно. Но я пытался. То есть вы видите следы вот этого всего. Но сбивать вот эту краску, ну, ее нереально сбить все. Буду пробовать коралловым кругом немножко наводить вот так вот порядок. Все здесь засыпется опять, но другого варианта нету. Вот. Как это сделать правильно? Да, ну, очень легко можно это все сделать за один день. Ничего, просто наверх накрасить. Но я хочу попытаться, ну, хотя бы с большего подзачистить, чтобы это было относительно чуть-чуть аккуратно.
Сильно суперски здесь и аккуратно не получится в любом случае, но мы приложим максимум усилий, чтобы было как минимум красиво. Вот. Ну, что сейчас? Я займусь сварочными работами. Много у нас здесь нюансиков. А именно, нужно заварить ящик аккумуляторный. Так. Нужно крыло вот это заварить. Нужно заварить кибитку. Вот здесь возле двери навести порядок. И переварить кронштейны для лап. Вот. Тоже перенести их здесь, доварить уголков. Чтобы здесь у нас стояли, наверное, 4 кронштейна. Ну, не знаю. Либо здесь 2. И, может быть, что-то там придумать еще. Не знаю, где их закрепить. Но пока что, может быть, даже и не буду варить эти уголки. Пусть лежат так. Вот. Так что такой план. Берем сварочный аппарат, одеваем другие очки. Не эти. Эти у меня домашние, а именно сварочные очки, они другие. Они более, побольше такие. Но вы наверняка... Опытные зрители это замечают, но не всегда. Вот. Так что сварочные работы. Здесь долго будет все сохнуть. А потом начнем зачищать. Надеюсь, наша болгарка выдержит, потому что она прям уже такая, знаете, на подходе. Вот. Нагрузки у нас здесь всегда серьезные, поэтому техника тоже, соответственно, не выдерживает. Я буду всегда с тобой. Буду всегда с тобой. Так, нам нужно... Не пролазит клемма, поэтому приходится вот так вот это делать. С ящиком с этим, конечно, косячок, блин. Придется повозиться, потому что весь по периметру сгнивший. Ну, новые я смотрел. Что-то я таки не нашел. Они какие-то составные, не такие вот, как у нас здесь сделано. Поэтому, ну, либо целиком новый покупать, но это прям... Стоит немало, во-первых. Во-вторых, где это что заказывать, ждать. Мы быстрее это все переварим. И разборок у нас нету здесь. Если есть разборки, то там вот точно такой же металлолом, блин. Так, к нам идут зрители наши. Что-то несут серьезное. Привет! Что вы там несете? Подарочки. О, что-то тяжелое. Что там? Так, сейчас посмотрим. Опа, крюк. Классный. Это паук. Самый настоящий. У меня есть, но я вот не знаю, сколько у меня метровый. Наверное, примерно такой же. Примерно такой же. А вы откуда? Сами с Минска, а родом с Кричева. Ясно. Мимо проезжали и решили заехать. Все правильно. Все правильно. Как дела? Нормально. Постоянно смотришь канал? Постоянно. Каждое воскресенье. Молодец. Это самый ответственный наш зритель. С Танькова 2 раза встречались. Да? Ну, я уже не помню. Много очень к нам кто приезжает. Но огромное спасибо, что не забывайте дядю Диму. Да, так что лайк ставим обязательно, друзья, таким подписчикам. Вот. Молодым, которые стараются не забывать про нас. Ну все. Спасибо огромное. Будет служить нам верой и правдой. Пытаюсь выгнуть днище, но, друзья, блин, металл какой-то толстенный, я не знаю. То ли это двойка. Что? Руки устали молотить. Ну, сейчас попробуем. Как-то так вот должно выглядеть. Но, видимо, вот эту сторону чуть больше загну, потому что маловато здесь загнулось, блин. Сейчас буду примерять. И хочу сделать уже, чтобы этот вопрос был закрыт. Когда отрезал, казалось, блин, единица какая-то. А сейчас начал гнуть, она очень толстая. Пластина эта.
Все, ящик готов. По-моему, это шедевр. Ну, куда уже лучше. Мне кажется, отлично. Сейчас немножко подзачищу его. И, в принципе, он готов к установке. Единственное, мы сейчас пойдем там тоже все подготовим, чтобы, наверное, нам вот здесь придется просверлить отверстие, чтобы его закрепить к корпусу. И все. Ну, покрасим уже, конечно, чуть попозже. Ящик аккумуляторный пока что и сварочной работы отложил в недолгий ящик. И хочу начинать потихоньку зачищать, потому что подходить нужно к зачистке помаленьку, по чуть-чуть. То есть планирую пройти одну плоскость, потом буду делать чуть-чуть аккумуляторы. Допустим, потом опять чуть-чуть подойду, зачищу. Вот эту часть буду зачищать вручную, а вторую часть, которая более серьезная, ее будем зачищать механически с помощью кораллового круга на болгарке. И потихоньку будем продвигаться. Болгарка устала, закипела. Начинаем сварочные работы. И вот в таком ключе планирую работать. Немножко продвинулся. Здесь, в принципе, проблемы не возникло. Просто снял, ну, замотовал, знаете, чтобы риска была. Ну, а тут просто катастрофа, блин. Вот, ну, порядка 1,5 часа я чищу эту фигню. Это ужас. Руки отваливаются, ну, не хватает сил. Во-первых, краска, знаете, такая, блин, ядреная. А прям спиливаются вот круги. Смотрите, 2 круга. Раз и второй. Ну вот большой болгаркой чуть быстрее пошел. Блин, маленькой вообще не мог ничего сделать. Так что будем чистить большой болгаркой. И я не знаю, сколько это займет времени. Мне Дима говорил, нужен YouTube покрас. YouTube покрасил быстро. Но, блин, у меня так не получается. Ну как тут быстро покрасить? Ну как вот поэтому? Да, можно задуть это все. Как бы с 5 метров будет нормально, но... Я не знаю, нет, я так, наверное, не смогу. Вот, поэтому, друзья, с вас лайк. Обязательно лайк. Сразу вот прямо сейчас поставьте, не забудьте. Ну и огромное спасибо уже всем, кто нас поддерживает. И если у вас есть желание поддержать наш труд, восстановление этой техники, это огромный-огромный труд, то вы можете подписаться на Boosty. Вот прям недавно я снял только что маленькое видео для наших зрителей на Boosty, что мы занимаемся краном, они все в курсе, что тут у нас происходит в гараже. Подписка там недорого стоит, но будете в курсе и тем самым поддержите нас. Фух, ну, продолжаем. Еще сейчас сделаю один подходик, чуть-чуть руки отойдут и пройдусь чуть глубже. Ну, если дойду до цилиндра, вот, то буду счастлив, можно так сказать, но работа адская. Друзья, как в нашей жизни происходит, когда рук уже не чувствуешь, начинаешь думать головой, да? Заехал в магазин, купил смывки для краски. Попробуем ею. Чуть-чуть. Может быть, это облегчит нам труд. Хотя бы не так много усилий нужно будет прилагать к тому, чтобы спиливать эту краску. Может быть, хотя бы так. Потому что покрашена краской некачественной. И это может нам помочь. Нанес, друзья, и вы знаете, прям слышно, как трещит. Или это шея у меня трещит. Ну что-то трещит, в общем. Так что, возможно, наш труд будет облегчен. Берем болгарку и продолжаем зачистку той стороны. Прошло порядка 20 минут. Хочу попробовать смывку эту. Ну, знаете, какой результат? Результат такой, что упростит зачистку, но краску она не разъедает. Ай-яй-яй, так надеялся. О,
Кое-где разъела, а кое-где он вообще... Ну, тут что-то разъела. Ну, упростить зачистку, но абсолютно не снимается. Вот этот верхний слой, который, можно сказать, дешевой краской покрашен, он убирается, а вот именно его заводская краска желтая, вот эта, она не разъедается, к сожалению. Сейчас попробуем зачищать. Вероятнее всего, что будет легче просто сниматься весь этот слой. Вот, не так долго. Ну, буду пробовать. Такие надежды возлагал на смывку. Нету в ней смысла абсолютно. Во-первых, она стоит денег. Во-вторых, ее наносить это тоже труд. И ее сдирать это тоже труд. Возможно, там какие-то крутые, мега крутые смывки. Они работают по-другому. Но вот такая не самая дешевая смывка. Вот. Она, конечно, ну, так что-то. Типа да, и типа нет. Ладно. Работаем дальше. Вот здесь немножко сработало. Обеденное время, друзья, и одна сторона готова. Полностью на всю длину зачистил. Вот, ну сейчас предстоит вторая сторона. Да, эта серия не будет у нас супер интересной, супер насыщенной, но работа колоссальная проводится по зачистке этого крана. По плану мы тщательно зачистим стрелу, хорошо зачистим кабину, вот это вот все. Желтую часть мы зачистим. Низ мы так сильно не будем заморачиваться. Мы просто зачистим стойки. Ну, пройдемся с большего. Вот, потому что так зачищать это все до металла, это вообще неправильно. Ну вот в этой части это необходимо сделать из-за этих перьев. Абсолютно никак не помогла мне смывка. Все равно тяжело. А самое еще главное, что эта смывка теперь летит на меня. И мне даже пришлось одевать кофту, потому что щипит кожа, реально. Вот, опасное дело. Вот, так что работаем. И сейчас вот зарядил новый круг на большую болгарку. Маленькая болгарка тухнет здесь. Редуктор греется моментально. И чуть-чуть попилишь, круг спиливается. Просто очень... Ну вот, один круг. То есть это вообще... А вот большая болгарка, она уже получше. Так что начинаем. Сейчас за один заход планирую вот цифры эти пройти. Усилиями дня и силой воли. Вот такой результат, друзья. Стрела готова до кабины. Цилиндр тоже начал зачищать. Здесь начал зачищать уже кабину. Работаю потихоньку, на чили, не спеша. Самое страшное позади — это стрела.
Осталось нам вот подзачистить вот эти моменты, все пройтись. И можно будет уже начинать красить. Наконец-то, блин. Но тут тоже на эти полазить придется по чуть-чуть, потихоньку. Вот, потому что быстро тут, ну, никак. Продвигаемся медленно, но уверенно. Ну что, мои хорошие, все. Прошел я его весь. Дурня этого, блин. Ну вот, за день я фактически установку прошел. Все по кругу. Вот так это выглядит. На ногах чуть стою, рук не чувствую. Но это такой спорт своеобразный. Будем относиться к этому как к спорту. Через маску надышался. Пить хочу, капец. Ну что, завтра возьмем грунта, наверное. Пройдемся грунтанем в один слой и зальем. Вот эту всю желтую часть. 3 банки краски у меня есть, но она густая. Вот. Возможно, на пределе будет, но посмотрим. Если что, да закажем. Еще надо нам завариться. Вот, я уже сегодня точно не. Но, друзья, уже это гораздо лучше выглядит. Я хотя бы буду спокоен, что у нас будет не коряво покрашено, а с большего более-менее нормально. Вот, обязательно обезжирим все. Естественно, тут работы. Не кусок, а кусище. Все, устал. Отправляюсь домой. Доброе утро, друзья. Везем сварку. Очередной день. Наверное, уже 5-й, да, когда мы занимаемся, да, пятница. Когда мы занимаемся нашим мазом. Ну, по плану, ну, как минимум покрасить стрелу. Это будет супер, если в этой серии мы покрасим стрелу. Сейчас моя задача заварить латки, заварить все места, которые нам нужно по мазу, и потом будем грунтовать стрелу. А после обеда, ну, по плану, после обеда попробуем покрасить его. Вот он стоит, красавец. Вроде нормально смотрится. Все, выгружаем сейчас сварку и будем варить. Начнем с самой большой латки. 70 на 13. Фу, песня. То, что нам надо. Даже 14. Все, первый пациент готов. Все, ну просто идеальнейшая латка. Следующий пациент это вот этот. Сейчас мы спилим тут, наверное, вот как-то эту часть. Ну, посмотрим, что у нас здесь выйдет. Но здесь просто я вижу тоже трещины. Сейчас попробуем, либо здесь пропилимся. Вот эти вот переварки, блин, электросварка, это жестко. Отлично. Варим.
Еще один пациент, друзья. Но время идет. Это еще наш зритель-подписчик. С подарками, что ли? Покажи, что ты там приволок. Что нашел? Стекляшки найти. Ой. Накладки, может, придется. Да. Это газоновские, наверное, да? Возможно. Друзья, пишите, чьи это накладки, чтобы нам знать, куда их вставлять. Еще один. Надеюсь, не газоновские, чтобы мы не ныряли в тормоза, блин, газона. Ну все, банда. Зачистил латки наши, тоже прошелся швы, чтобы было аккуратно. И там латку забыл зачистить. Ё-моё, сейчас ее тоже подправлю. После этого убираю весь инструмент, начинаем оклеивать окна и начинаем грунтоваться. Наконец-то. Наконец-то грунтоваться. Загрунтуемся. Я думаю, до обеда загрунтуемся. А после обеда зальем краской. Наверное, так будет. Очень много ушло коралловых кругов. Вот такого плана. И огромное спасибо Диме из компании Smart Buy, который поддержал нас. Который нам подогнал очень много материалов, инструмента, который мы постоянно используем. И он нам очень-очень помогает. Так что огромное-огромное спасибо. Все, зачистил там я и крыло. Начинаем оклеивать окна. Оклеил я нашего Мазератти. Все окна. Все прошел четко. Сейчас моя задача обдуть все. И хочу обезжирить пройти. Ну, хотя бы с большего, блин. Потому что очень много пыли. Вот, и будем замешивать грунт, грунтоваться и краситься. Цилиндр забыл. Прежде чем мы начнем красить, мы пройдемся обезжиривателем. Тихо! Мы пройдемся обезжиривателем. И после этого сразу после того, как обезжирим, начнем красить. Краски на пределе, поэтому, у нас не было больше в магазине. Я купил 3 банки, поехал в Могилев. Хотел в Могилеве купить, нету. Только Мипа есть. А Мипа нам не подходит, потому что я уже купил китайскую краску. В общем, сложности деревни. Поэтому вот эту часть стрелы пока что не будем красить, самую вот дальнюю. А пойдем вот эту часть будем красить всю. Если останется краска, бахнем эту часть. Не останется, докупим. Закажем, подождем и докрасим там. Вот как... Начинаем обезжириватель. Ну вот, друзья, покрасил. Покрасил, но краски все равно не хватило. Эту сторону стрелы покрасил, а противоположную только в начале, вот там. Вот там видно. А эту часть не хватило. И, скажу вам честно, ухожу домой с не очень хорошим настроением, потому что краска, фигня.
Вот и все. Однозначно. А случилось что? Краска светится. То есть красишь в 3 слоя, все вроде нормально. Вроде все красиво. Потом проходит некоторое время, нижний слой подплывает. То есть она типа сама себя может растворять. Я не знаю, на улице солнце плюс 25. На солнце вообще 27, наверное, 28. Краска не высыхает. Ну, это же вообще трындец. Я думал, ладно, здесь вот типа, ну, не солнечная сторона. Может быть, нормально будет. Начал красить солнечную сторону. Такая же фигня. Уже разбавлял ее гуще. Она уже густая, прям густая. Подтеки есть. Вот есть конкретно подтеки. А рядом, блин, светится краска. Ну, как такое может быть? Вот. Подтеки, ну уже краски туча. И светится краска. Ну, я не знаю, камера, может, вам не передает. Ну, это вообще, ну, мелочь. Это мелочь, однозначно, но неприятно. Вот то ли я не умею красить, то ли кони запряженные. Не знаю. В общем, такая вот ситуация. Но перекрашивать мы, естественно, не будем. Уже останется как есть, но впредь я буду красить, наверное, только мипой. Только мипой. Возможно, это связано еще с желтым цветом. Желтый цвет, он такой достаточно нежный цвет в плане перекрытия. Но у нас лежит грунт. У нас, я специально положил грунтик, чтобы, ну, не так она, чтобы хорошо перекрывала. И все равно она вот так ведет себя. Ну, не знаю. Но мне в любом случае уже придется заказывать эту краску, которая китайская, дешевая, Easy Coat. Но она дешевле там, блин, не так значительно. Вот, я если бы знал, что будет такая фигня, лучше бы МИП купил. Ну, ладно, век живи, век учись. Что тут скажешь? И все равно не научишься, блин. Все равно не научишься. Ладно, в любом случае, кран будет гораздо красивее, но, друзья, продолжим мы заниматься краном уже в следующей серии, да. Потому что закажу краску, она приедет только в следующий четверг. Вот, поэтому, ну, уж как есть. Там дожди передают, вообще не знаю, наверное, неделю будем стоять, а потом после дождей, когда все высохнет, пройдемся, обезжирим и будем дальше продвигаться по мазокрану. Вот, не знаю, насколько насыщенная эта серия получилась, ну, немного переживаю, но работы закадровой проделано очень-очень много, поэтому с вас обязательно лайк. Все. На связи. Огромное всем спасибо, что досмотрели эту серию до конца. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Берегите здоровье и увидимся в следующих сериях. Маленький спойлер, у нас будет скоро новый брошенный до безумия проект. Так что не забывайте подписаться, чтобы не пропускать наши серии. Всем пока.